Всех приветствую! Сегодня у нас обзор кофеварки DeLonghi Bar 14F, впоследствии которого мы ответим на вопрос, а стоит ли покупать такую кофеварку в конце 2020 года. Создавалась эта модель еще в начале 2000-х и была, наверное, началом производства помповых кофеварок компании DeLonghi. И среди того разнообразия бытовых кофеварок, в том числе и китайского производства, которые нынче доступны на рынке, возникает вопрос, а нужно ли менять свою такую старую кофеварку или стоит ли покупать ее бэушной на вторичном рынке и что она из себя будет представлять. Сегодня мы рассмотрим ее и ответим на этот вопрос. Рассмотр начнем мы с ее внешних характеристик. Она довольно компактная, вся сделана из пластика. Этих моделей существует два варианта. Bar 14F, которую мы сегодня рассмотрим, и Bar 14CD. Основное их отличие это в рожке и в комплектных ситах. В версии Bar 14F сита простые, без улучшайзеров, и рожок с полностью металлической алюминиевой чашей. Никаких вставок из пластика в нем нет. А вот модель CD, там уже идет обновленный рожок и крема-ситечка. Внешний аппарат довольно компактный, а корпус его сделан полностью из пластика, за исключением днища и решетки поддона для капель. Поддон у него небольшой по емкости, решетка съемная. Можно использовать его даже без решетки, как в модели Bar 12F, в которой такой решеточки нету. Также в этой модели есть специальное такое окошко, в которое мы видим, насколько бак для воды заполнен. И таким образом можно отслеживать, не заглядывая прямо в бак, что очень удобно. Наверху аппарата нету платформы для прогрева чашечек, потому что он довольно компактный. Есть только регулятор интенсивности подачи пара, за которым скрывается вот такая вот крышечка, под которой находится отсек для второго ситечка для хранения и бак для воды, в который опускаются две трубки. Капучинатор и трубка, они имеют вот такой вот поворотный механизм. Капучинаторная насадка в виде колокола. Здесь два отверстия для забора воздуха, а под ним находится отверстие, по которым поступает пар. Взбивать ним очень просто. Главное держать его погруженным на вот эту отметочку и постепенно поднимать. По органам управления здесь довольно все просто. Вот здесь находится кнопка включения, на ней же находится индикатор включения. Чуть ниже находится индикатор готовности. Две верхние кнопки это приготовление эспрессо или же кипятка. Кнопка ниже это кнопка режима пар. Все просто. На внешнем осмотре мы заканчиваем. И можно сказать, что внешне она выглядит хоть и не футуристично и не на 2020 год, но выглядит она довольно неплохо. У нее все есть, что нужно, и ничего лишнего. Поэтому сейчас мы снимем крышку и посмотрим, из чего же она внутри состоит. И вот мы сняли крышку, смотрим теперь внутрь. Внутри мы видим все то же самое, что и у других моделей, даже позиционирующихся как более дорогие. Все тот же бойлер, съемный тен, два термостата, точно такой же клапан. Внизу находится там помпа и кнопки. Все в принципе точно такой же. Латунный регулятор пара. Из особенностей только то, что, например, бак, он не имеет какого-либо специального соединителя с трубками, а трубки опускаются туда сверху. Одна трубка прямо идет на помпу, по ней вода забирается, а эта трубка это возвратная трубка, по ней вода возвращается. Вот она заходит обратно сюда на клапан. Вот. Как видно, конструкция точно такая же, как и в остальных моделях. То есть ничего такого принципиально нового или отличительного здесь нету. При этом всем она компактнее, чем многие ее аналоги. Точно такая же по виду группа с таким же экраном группы и с таким же уплотнителем. Дополнительно здесь установлен темпер, который, кстати, снимается. Такой он обычный темперок.
пластиковый. Сюда можно придумать какую-нибудь ручку для того, чтобы более удобно ним пользоваться. В этой модели темпер имеет смысл, так как модель комплектуется не кромоситами, а стандартными обычными ситами, без какого-либо клапана. Поэтому здесь темперовать нужно в особенности. Ну и в заключение можно сказать, что сборка все та же, надежная, качественная, материалы хорошие. Поэтому ее собираем сейчас и тестируем на приготовление эспрессо и взбивание молочной пенки. Так, аппарат мы собрали, у нас все готово для того, чтобы начать ее тестировать, поэтому мы включим ее, чтобы она грелась. И для того, чтобы сделать все правильно, мы установим рожок, чтобы он прогревался вместе с кофеваркой в группе. Так нужно для того, чтобы потом при приготовлении температура не падала и не уходила на то, чтобы нагреть чашу рожка. Для того, чтобы кофе вышло горячим, обязательно прогревайте и желательно чашечки тоже. Вот в сито я заложил кофе. Кофе я использую свежего помола и также свежей обжарки. Контакт своего обжарщика я, естественно, оставлю, как обычно, под видео в описании. Кофе здесь необходимо трамбовать, поэтому мы воспользуемся стандартным темпером и немножечко притрамбуем. Так как кофе свежий, сильно трамбовать не нужно. Придавили. Таблетка получилась довольно ровная. Пока ожидаем нагрева, чтобы загорелся индикатор готовности. Так, аппарат нагрелся, но рожок наверняка еще не успел прогреться за такое время, поэтому сделаем холостой пролив. Думаю, этого достаточно. Сейчас мы установим в рожок сито. Вот такой вышел эспрессо. Пена получилась плотная и густая и хорошего цвета. Также напиток получился горячим. С него даже идет пар. И, собственно, такой цвет крема-пены благодаря тому, что кофеварка была прогрета и был прогрет сам рожок. Поэтому не забывайте об этом. Сейчас включим режим пар и будем ожидать, пока она нагреется. И снова загорится индикатор готовности. Аппарат уже готов, индикатор засветился. Сейчас мы спустим немножко воды. Снизу регулируем температуру. Как только становится горяченькая, перекрываем пар. Чтобы выгнать большие и мелкие пузыри, можно так помешивать и постукивать. Но очень многое зависит именно от молока, насколько хорошо взобьется пенка. После всего можно добавить сироп. Вот такой вот получился результат. Как видим, здесь довольно хороший слой пены.
Подводя итоги, можно сказать, что у аппарата хорошая начинка, как и во всех аппаратах DeLonghi, поэтому что-то новое брать от них нет смысла, так как по начинке это все то же самое. Она умеет хорошо приготовить эспрессо. При правильном подходе вы получите очень хороший напиток. Также она умеет взбивать хорошо пенку. Все тоже зависит от вашего подхода и выбора молока. То есть можно получить очень хорошие напитки. Она хорошо собрана. У нее неплохой дизайн, неплохие материалы. И плюсом является то, что у нее компактные размеры. Помимо всего, у нее элементы, которые требуют металла, изготовлены такие из металла, а не из пластика, как, например, группы более современных китайских аппаратов. Поэтому я считаю, что этот аппарат достоин того, чтобы его покупали и им пользовались в 2020 году и не только. У кого какое мнение, можете писать в комментариях, согласны вы с этим или не согласны. Ну а на этом мы заканчиваем и зададим вопрос нашему эксперту. Как видим, эксперт одобряет, кофеваркой можно пользоваться.